Это вращение базовое двумя руками. В одну, я сейчас кручу вправо, и влево. Это одно вращение двумя руками, только в двух направлениях. И вращение солнышка. Вращение солнышка выглядит вот так. В одну сторону, либо в другую. Салют, друзья! Мы будем сегодня знакомиться с новым предметом – палка. Будем учиться вращать палку. Палку можно не только вращать, ее можно еще балансировать, но, пожалуй, мы это сделаем в другой раз. Вращение палкой. Для начала я вам покажу сам трюк, которому вы сегодня будете учиться. Один из двух трюков. Открою сразу вам секрет. Вот так выглядит вращение. Оно может быть более быстрым, но в медленном вы понимаете, как работают руки. Разберем по очереди, как мы будем хватать палочку. Для начала. Без палки. Вы должны запомнить всего два положения рук. Ладошки наверх и большие пальцы вниз. То есть два разных таких по наполнению. Это позитив, а это негатив. Два разных по наполнению знака, жеста. Ладошки наверх, большие пальцы вниз. Запомнить просто. Но руки будут располагаться не каждая рука со своей стороны, а по центру, одна над другой. Причем меняется положение рук, а положение руки одна над другой, то есть вот у меня сейчас правая всегда сверху, не меняется. Видите, да? Большие пальцы вниз, знак дизлайк, локти при этом смотрят в сторону. Ладошки наверх, локти прижимаются к себе. Все просто. Палка располагается при этих положениях рук строго вертикально. Сейчас покажу. Итак, палочка. Первое положение такое у нас с вами было. Правая рука сверху, левая снизу, ладошки наверх. Центр палки располагается между руками. Палка, кстати, совершенно обычная, от швабры можете взять любую. Главное, чтобы она была достаточно ровная. Итак, берем нижней рукой из этого положения, верхнюю отпускаем и доворачиваем до положения большого пальца вниз. В это время вторая рука тоже разворачивается. Хватаем кулаком сверху, большие пальцы вниз. Посмотрите, центр палки остался между руками. Обращаю ваше внимание, здесь кулаки плотно приставлены друг к другу. Разворачиваем верхней рукой палочки до первого положения ладони наверх. А вот здесь, друзья мои, будет небольшое расстояние, потому что палка еще будет крутиться, и тогда ладони окажутся рядом друг с другом. То есть здесь при перехвате, когда палка вертикальна, ладони на расстоянии, примерно, да, ширина ладони между руками у вас будет. То есть палка будет в динамике докручиваться. Когда вы будете хватать, дальше палочка докручивается. Смотрите, первое, второе положение у нас с вами и первое положение. Ладони наверх и большие пальцы вниз. Итак, друзья, мы крутим в правую сторону. Посмотрите. Правая рука у меня сверху, левая снизу. Какая рука сверху, в ту сторону мы крутим. Естественно, относительно вас я кручу влево. Я говорю про взгляд от себя. Когда правая рука у меня сверху, я кручу по часовой стрелке вправо. Такие же положения рук, но левая сверху, и я буду крутить в левую сторону. Посмотрите. Ладони наверх, большие пальцы вниз. Ладони наверх, большие пальцы вниз. Друзья, почему именно такие положения рук? Потому что это самое оптимальное перемещение рук по палке. То есть в таком случае каждая рука делает целый оборот палочкой, полный. Не так мы крутим. Не одна рука, там полтора, другая два делает. Нет. А именно каждая рука делает целый оборот палки, и таким образом центр палки не смещается. Это важно запомнить и выполнять правильно. Вот я влево кручу, вот я вправо кручу. Второе упражнение с палочкой. Естественно, вы должны отрабатывать первое до того момента, как у вас начнет получаться. А второе упражнение называется солнышко. Покажу сначала, потом буду объяснять, как делается. Спиной будет понятнее. То есть вот такое большое, широкое вращение палкой. Делается как в одну сторону, так и в другую. Сейчас остановлюсь внизу и буду делать в другую сторону. Второе базовое вращение палочкой называется солнышко. Выглядит так. Могу показать лицом. Теперь обучение. Важно запомнить, что вращение палкой занимает плоскость. Физический закон.
движение палки займет плоскость. Так вот, вам нужно будет подстраиваться под это вращение в плоскости. То есть не надо эту плоскость разворачивать во время вращения ни в коем случае, потому что иначе вы попадете под этот пропеллер. Палка обязательно вас накажет. Мы будем подстраиваться под плоскость вращения палочки. Когда вы вращали двумя руками, все было просто. Палка была перед вами, плоскость занималась легко. Сейчас вам придется поворачиваться, подстраиваться и плечами, и ногами к этому вращению. Начнем с первого подготовительного. Держим палочку перед собой, таким образом, двумя руками. Берем в одну руку и начинаем поднимать по очереди концы наверх в фронтальной плоскости. И по мере подъема концов наверх мы поворачиваемся боком к этой плоскости. Посмотрите, в каком положении у меня оказывается рука. Сколько раз концы прошли у меня наверх. Сейчас вниз опускаем. Раз, два, три. Да? Теперь наверх проверим. Раз, два, три. И вот четвертый конец вроде бы поднимается, и вы уже останавливаетесь. Все. Если вы помните скульптуру Микеланджело, Аполлон, он вот так держит плащ. Может быть, это вам поможет запомнить положение руки у плеча. Другой рукой попробуем сделать то же самое. Поднимаем. Раз, два, три. И палочка прислоняется к плечу. Снова плащ. Или накидка у него там была, поскольку он голый стоит с одним фиговым листком и плащом на плече. В одну-другую сторону поделаем так, передавая палку перед собой. Обязательно помните о том, что вам надо поворачиваться к плоскости, а не поворачивать плоскость на себя. То есть вы поворачиваетесь боком. Одним боком передаем фронтально, профиль. Передаем анфас, накрутка в профиль. Вот это подготовительное упражнение, которое вам надо поделать несколько раз. Следующее. То же самое, но передавать палку мы будем не перед лицом, а за спиной. Все то же самое, посмотрите. Также раз, два, три. Плечом я повернут к плоскости вращения палки. Опускаю обратно. Раз, два, три. Передал в другую руку. Раз, два, три. Палка на плече. Обратно. Раз, два, три. Передал в другую руку. Вот так вы поделаете в каждую сторону. Немножко ускоряюсь. Ну что, идем дальше. После того, как вы накрутили палочку на плечо, давайте лучше так покажу. То есть палка у меня за спиной. Вы снова поворачиваетесь анфас. Прислоняете спереди запястьем руку к палке. Обнимаете большим пальцем сзади, чтобы у вас получилось симметричное положение в руках. Вы можете вот так вперед вынуть и посмотреть. Угу, одинаково, хорошо. И скручивать я буду уже с другой руки, но также поворачиваясь профилем к плоскости вращения. Передаю анфас, накручиваю или скручиваю в профиль, передаю из руки в руки анфас. Проверяю, правильно ли я держу, пока проверяю. Да. Крутить можно, как вы понимаете, как в одну сторону, так и в другую. Вот я сейчас на правую руку накручиваю, с левой скручиваю. Остановлюсь и буду крутить в другую сторону. Теперь я накручиваю на левую руку, а скручиваю с правой. Вот это вращение солнышка, друзья. Оно потом используется в связках, так что учите его более тщательно. Итак, друзья мои, сегодня вы познакомились и попробовали, и уверен, у вас получилось, с двумя вращениями. Это вращение базовое двумя руками, в одну, я сейчас кручу вправо, и влево. Это одно вращение двумя руками, только в двух направлениях. И вращение солнышка. Вращение солнышка выглядит вот так. В одну сторону, либо в другую. Спереди подводим вот здесь запястьем, обхватываем большим пальцем сзади и скручиваем. Домашнее задание, друзья. Вам надо записать на видео, как вы научились крутить палку двумя руками и научились делать солнышко. Пока!